Привет, друзья! И с вами я, Хорроромейкер! Как вы уже знаете, я люблю мастерить разных ужасных персонажей и рассказывать про них страшные истории. Подпишись, если ты любишь страшилки, так же, как и я. И жми колокольчик, чтобы не пропустить мои новые лепко истории. Ну а теперь к делу. Когда я был маленький, то у меня не было интернета, не было компьютерных игр, а страшилки можно было увидеть только в книжках, на картинках. А поскольку все дети любят пощекотать себе нервы страшилками, то нам с ребятами приходилось самим придумывать себе разные будоражащие развлечения. Однажды мы с ребятами решили пойти ночью на кладбище. Причем с нами были две девочки. Так что девчонки вовсе не трусихи, как многие считают. В общем, договорились мы, что в 3 часа ночи, когда родители будут спать, мы тихонечко выходим из дому и встречаемся в указанном месте. Ох, и натерпелся я тогда страху. Мы шли, затаив дыхание, и каждый из нас, наверное, думал о том, что вот сейчас из могилы поднимется мертвец. Тишина вокруг была, что говорят, звенящая. Мы шли довольно долго, или мне так показалось со страху. И вдруг в этой звенящей тишине раздался какой-то нечеловеческий крик. Вся наша компания, не сговариваясь, дружно заорала истошным криком, а девчонки, те вообще начали орать «Помогите!». И мы ломанулись, не разбирая дороги обратно домой. Потом, когда все успокоилось, я понял, что это был филин, но тогда я бежал впереди всех, словно молодой олень. Учитель физкультуры, наверное, бы гордился бы мной. Но вдруг моя нога наступила на что-то скользкое. Я сделал невероятно красивый кульбит и приземлился прямо на могилу, ударившись головой, рукой и всем, чем только можно было удариться об могильную плиту. В моей голове все закружилось, завертелось, и я на несколько секунд, как мне казалось, потерял сознание. Вдруг я услышал совсем рядом чье-то громкое дыхание. «Все, мне конец», — подумал я. «Это зомби-мертвецы». Я съежился от страха, обхватил голову руками. Мысленно я попрощался со своими родителями и подумал, какой же я дурак, что согласился на эту авантюру. В моей голове появились обрывки фраз с молитвой «Отче наш». Какой же я глупец, что не слушал свою бабушку и не выучил эту молитву. Как бы она мне сейчас пригодилась. Вдруг кто-то схватил меня за штанину и начал тянуть. Я, что есть силы, упирался, и оно отпустило мою штанину. И снова я почувствовал пыхтение над моей головой. На этот раз что-то мокрое тыкалось в мои руки, которыми я обхватил голову. Я даже почувствовал его мерзкие слюни на моих руках.
Ну все, сейчас она начнет грызть мои руки, подумал я и съежился еще сильнее. Мне казалось, что прошла вечность. Я слышал, как стучит мое сердце, точнее мне казалось, что я сам стал одним большим сердцем и громко стучал на все кладбище. Тудух, тудух, тудух. Может быть, она тоже услышала этот звук и испугалась. Но еще немного послюнявив мои руки и попыхтев над моей головой, стала удаляться. Я четко услышал, как шуршание его ног или лап становилось все тише и тише по мере того, как оно уходило вдаль. Когда наступила полная тишина, я начал тихонько шевелиться и попробовал встать, чтобы что есть духу помчаться прочь от этого жуткого места. Но сделав первый шаг, я понял, что далеко не уйду, потому что не могу ступить на ногу. Она жутко болела. Я попробовал прыгать на одной ноге и таким образом начал медленно упрыгивать от моего места падения. Я все еще жутко боялся, так как думал, что существо сейчас вернется, и тогда мне точно конец. Пропрыгав метров 50, я вдруг услышал человеческие голоса. Они громко разговаривали и двигались в мою сторону. Эх, что будет, то будет, подумал я. Буду отбиваться до последнего. Устрою этим мертвецам веселую встречу. Толпа приближалась, их было много. Вдруг свет фонаря выхватил знакомые черты. Мама? Это была моя мама. Потом я узнал силуэт отца. Что они здесь делают? В общем, друзья, эта история закончилась хорошо, не считая вывиха голеностопного сустава моей правой ноги. Оказывается, когда ребята прибежали к дому и обнаружили, что меня нет, они побежали ко мне домой, разбудили моих родителей и все им рассказали. Родители, естественно, побежали меня искать на кладбище. Ну и дальше вы знаете. Ох, и досталось же мне тогда и моим друзьям тоже. Меня родители наказали, лишив на целую неделю сладкого и телевизора. Но это все, как вы понимаете, мелочи жизни по сравнению с тем, как оказаться ночью на кладбище один на один с кладбищенским монстром. После этой истории прошел не один десяток лет. И вот совсем недавно, когда я готовился к лепке очередного персонажа, я начал изучать его историю, и вот какой интересный факт я узнал. Оказывается, Cartoon Dog обитает в заброшенных строениях, расположенных недалеко от кладбища. Ну да, я надеюсь, вы уже поняли, что я леплю Cartoon Dog'а. Так вот, обитает недалеко от кладбища. И связано это с тем, что мультяшный пес обожает кости и довольно часто разоряет могилы и захоронения. И тут меня пронзило воспоминание из детства. То самое, мое приключение на кладбище. А вдруг той ночью я встретил мультяшного пса. Он подумал, что я это набор костей, которые можно погрызть. Но я был живой и представлял для него опасность. Поэтому он долго меня обнюхивал, а потом решил: а ну его, какой-то странный мертвец, пойду-ка я от греха подальше. Да, именно так он и подумал. В общем, я думаю, нет, я уверен, это был Cartoon Dog. Да, это был я тебя тоже узнал. Ты почти не изменился с тех пор. Ты точно так же отвратительно пахнешь, как тогда. Бррр, ненавижу запах мяты. Эй, бро, аккуратнее на поворотах, а то я быстренько превращу тебя в кота.
Напугал кота собакой, то есть собаку котом. Я, чтобы ты знал, и есть Картун Кэт. Просто я умею менять свою внешность. И сейчас мне выгодно быть собакой. Потому что в образе кота я все еще болен коронавирусом. Спешу тебя разочаровать, бро. Но в образе собаки ты тоже болен коронавирусом. Все-таки надо было тебя съесть тогда. Не знал я, что ты вырастешь и станешь хоррор-мейкером. Ну уж извини, бро, что не угодил. Зато мои зрители наверняка будут рады увидеть тебя в новом имидже. Правда, ребята? Пишите свои ответы в комментариях. Кто вам больше понравится? Обычные фигурки или фигурки по-хоррор-мейкеровски? А у меня на сегодня все. С вами был Хоррор-мейкер. До встречи. Скоро увидимся. Пока-пока.